Всем привет, меня зовут Илья, и этим летом мне захотелось научиться играть на небольшом духовом инструменте. Ну а раз так, то почему бы не сделать его самому? Ты лучше видос про ракет пили. Да-да, все обязательно будет, новое видео уже на этапе монтажа, а для некоторых еще только предстоит отснять материал. Терпение. Ну так вот, духовых инструментов существует сотни разных, и поначалу я не мог выбрать, что мне именно нужно. Мне, который ни в музыкалке не учился, ни играть ни на чем не умеет, и вообще, для абсолютного новичка нужно было что-то простое. Но так и не выбрав, я решил, что выберу, а точнее сделаю то, что можно просто и быстро сделать своими руками. Дудочку или свирель там. Если свирель изготавливается из дерева и требует особой точности вытачивания, то в братской Ирландии есть такой инструмент, как вистл. Вистл – это жестяная флейта. Собственно, это металлическая трубка из жести, меди, латуни или алюминия, например, и звукогенератор свисток, что может быть проще. Но, несмотря на простоту, вистл очень часто используют музыканты многих фолк-рок групп. Да чего уж там, саундтрек к Ведьмаку полон музыки с участием этого музыкального инструмента. Так что, если вам видео понравится и окажется полезным, то не только заплатите Ведьмаку чеканной монетой, но и поставьте сочный лайк этому видео. Итак, поехали! Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Идем в первый попавшийся строительный и берем две алюминиевых трубки с толщиной стенок в 1 мм. Одну побольше, другую поменьше, желательно всего на 2-3 мм разницы диаметра. В принципе, каждой трубки хватит за глаза полметра, но скорее всего меньше, чем метра трубки не найдете вы в продаже, так что берем что есть. Я возьму трубки диаметром в 16 и 20 мм. Дальше отрезаем на трубке меньшего диаметра нужную длину. В зависимости от длины получится разная тональность, и чем она длиннее, тем тональность будет ниже. Я буду делать классическую тональность, а именно ре мажор, поэтому отрежу 26-27 см. Отрезаем и убираем трубку в сторону. Берем трубку большего диаметра. Теперь нам нужно вырезать кусок шириной 8-9 мм. Длина не сильно важна, но для удобства настройки и крепления сделаем длину в 3-4 см. Удобнее всего вырезать кусок бормашинкой, ежели дремелем. Но, в принципе, это можно сделать хоть болгаркой, хоть вручную пилой. Главное, чтобы рез был ровный, а края параллельные и строго перпендикулярные краю трубки. Аккуратно отрезаем получившийся язычок и выбрасываем его. Вот эта самая грань и есть наш звукогенератор, который называется лабиумом. Для того, чтобы во флейте зарождался звук, грань нужно заточить под правильным углом. Обычно острый угол язычка лабиума где-то 30-45 градусов, но нужно подбирать экспериментально, на мой взгляд. Моя флейта зазвучала при угле близком где-то к 45 градусам. Аккуратно надфилем максимально ровно под углом затачиваем грань, стараясь не испортить ровной поперечной грани. Чем точнее здесь все будет сделано, тем чище получится звук. Теперь отрезаем лишнее, оставляем лишь 5-6 см трубки. Откладываем в сторону. Теперь, чтобы сделать заглушку с винтвеем, тем отверстием, куда мы будем дуть, а если не дунуть, то, как известно, чудо не произойдет, нужны две детали. А именно сам корпус, который представляет собой 2-2,5 см трубы большего диаметра. Режем и разрезаем вдоль пополам, опять проще это сделать дремелем, главное, чтобы диск не заживало. Также потребуется деревянная заглушка. Лучше найти нужную круглую палку толщиной, равной внутреннему диаметру трубы, но в принципе можно вырезать из чего угодно и подточить по месту. Главное, чтобы заглушка закрывала трубу целиком и сидела прочно. Вставляем заглушку в первую заготовку, в которой мы вырезали лабиум, так, чтобы между заглушкой и острой кромкой лабиума было где-то 8-9 мм. Чем ровнее и чем более гладкий будет винтвей, тем меньше будет препятствий у воздуха и тем чище будет звук. Для лучшего результата можно чуточку сточить верхнюю часть заглушки, сделав ее ровной, а также обязательно пройтись мелкой или даже полировочной шкуркой. Собственно, главное устройство, генератор звука или попросту свисток, готов. Чтобы превратить свисток во флейту вистл, просто надеваем свисток на тонкую трубку. Если диаметры идеально совпадают, то просто вставляем. Если нет, то наматываем всесильную синюю изоленту предварительно, наверное, нужно будет 1-2 оборота всего, и надеваем на нее.
То есть, как оно работает? Если мы возьмем свисток, флейту или какой-либо схожий духовой инструмент, то что мы делаем? Мы через тонкое отверстие вдуваем внутрь воздух. Воздух проходит маленькое входное отверстие и попадает уже в большую камеру. Соответственно, изменяется давление из-за того, что объем возрос, и возникает зона разрежения. Кроме того, мы делим воздух на два потока нашим язычком, и излишки уходят из инструмента, а то, что остается в процессе выравнивания давления, начинает колебаться на язычке. И формируется звук в зависимости от геометрических характеристик нашего инструмента, от внутреннего объема, от давления внутри него. Получается та или иная тональность, тот или иной звук. Для того, чтобы тональность регулировать, можно добавить отверстия, игровые отверстия. И чем больше отверстий открыто, тем, соответственно, ниже давление и выше звук. Теперь флейту нужно настроить. У меня музыкальный слух отсутствует как класс, поэтому, с чего, кстати, можно было бы и начать, открываем программу по расчету флейты и берем размеры и расположение игровых отверстий оттуда. Да, программа рассчитывает и параметры лабиума и прочее, но можно идти с середины и вначале делаем свисток, потом вбиваем его параметры и делаем уже на основании расчетов отверстия. Чтобы сделать отверстия, кернем места, где они должны быть, и далее тонким сверлом, например, в 3 мм, делаем 6 отверстий. Я бы мог бы сказать, что просто смотрим на параметры программы и сверлим нужный диаметр, но даже такому глухому человеку, как я, если так сделать, станет понятно, что что-то со звуком не так. Уж не знаю, с чем это связано, с особенностями материалами, погрешностями, ошибками программистов или фазой Луны в Меркурии, но, скорее всего, тональность игровых отверстий во флейте с расчетными не совпадет. Поэтому достаем какой-нибудь прибор, который имеет музыкальный слух, например, Георгину Ивановну, вашу учительницу музыки, или просто смартфон, и начинаем настраивать. То есть как? Зажимаем все отверстия и, начиная с последнего, растачиваем, рассверливаем отверстия до тех пор, пока не будет достигнута нужная нота. Ну и повторяем, открывая отверстие по мере приближения к лабиуму. В моем случае первые 3 отверстия почти совпали с расчетными, а более высокие ноты нужно было увеличивать в 1, 1,5, 2 раза. Ну, итак, давайте проверяем. Ну, отлично же. Теперь только запомнить, где какая нота, и можно было бы что-нибудь сыграть. Я мог бы поставить на этом точку, но давайте украсим наш вистл, придадим ему индивидуальности. Я вот подумал, а почему бы не нанести на него скандинавские руны? Ну да, где Ирландия, а где Скандинавия, но у нас-то вообще Россия. Так что берем синюю изоленту, обматываем флейту очень плотно, затем берем шаблон, то есть руны, написанные на бумажке, и по шаблону вырезаем эти руны на изоленте ножом. То есть участки флейты должны стать неизолированными. Чтобы вырезать резьбу, а точнее сделать гравировку на алюминии, воспользуемся методом травления. Для этого нужно растворить много соли в малом количестве воды и добавляем соль в воду в концентрации 1 к 3 или даже 1 к 2. Раствор выливаем в пластиковую тару, лоток или бутылку, а флейту подключаем к источнику постоянного тока, к плюсу. Нам нужен источник в 9-12 вольт, хотя бы на ампера, а лучше 2-3 ампера. К минусу подключаем гвоздь и опускаем флейту и гвоздь в соляной раствор. Главное не опускать крокодилы, чтобы те не протравились тоже. Чем ближе расстояние от гвоздя катода до флейты анода, тем лучше. Чем выше напряжение и чем больше концентрация соли в растворе, тем быстрее идет процесс. Чем больше поверхность, тем медленнее. Маленькая пластинка гравируется где-то за 3-4 минуты, а вот на флейту у меня ушло порядка часа. Но вот, оцените результат. Ну да, и давайте я поиграю вам что-нибудь. Если вам понравилось, то ставьте мне чеканную монету, оставляйте ваши гульдены и бейте в литавры, и помните, что с вами был Илья. И дуй-дуй!